Отец, я уеду. Навсегда. Я знаю, люди не простят мне. Но хоть ты меня прости. Отец, отец, прости. Всю жизнь он блистал на театральной сцене, а вот к кинематографу относился прохладно. Виталия Базина интересовали только глубокие и наполненные смыслом персонажи. Поверхностных характеров, как и проходящих ролей, он не любил. По роковому стечению обстоятельств самая известная кинороль артиста явилась мрачным предзнаменованием его безвременного ухода. Виталий Васильевич родился в Казани в декабре 1947 года. Природа наделила парня математическим складом ума. Ему настолько легко давались точные науки, что он задумывался о профессии специалиста по работе с электронной и вычислительной техникой. Однажды, по примеру одноклассников, Виталик записался в школьный драм-кружок и даже появился перед публикой в самодеятельном спектакле. Выступление прошло на ура, а видевшие его преподаватели посоветовали ученику не бросать начатое. К выпускным классам Базин уже не сомневался, что всерьез свяжет себя с театром. В ГИТИС, в актерскую мастерскую Всеволода Порфирьевича Остальского, юношу приняли с первой попытки, и к 70-му году вуз был окончен. Незадолго до выпускных экзаменов одаренный студент выступал на юмористическом «Капустнике». Здесь на нескладного улыбчивого юношу обратил внимание приезжий тульский режиссер. Профессиональным чутьем он уловил масштаб личности начинающего артиста и приложил все усилия, чтобы после выпуска Виталия направили работать в Тулу. С годами Тульский драмтеатр стал для Базина вторым домом. На его подмостках он прослужил 30 лет. На этой сцене состоялся блистательный дебют Виталия в «Бесприданнице», где он великолепно исполнил роль купца Вожеватого. Позже Базин появлялся в спектаклях по пьесам Шекспира и Гоголя, Чехова и Горького. За десятилетия работы в театре артист пережил и зависть коллег, и искреннее преклонение публики перед своим неординарным талантом. Фильмы. В фильмографии Виталия Васильевича всего 15 картин. Первой его работой стал молодой киномеханик в революционной ленте «Красный агитатор» Трофим Глушков. Главная роль Трофима из «Местью битвы белогвардейцами» досталась Базину, когда он еще учился в институте. Эй! Какая власть в эшелоне? Что? Самая справедливая! Я красный демонстратор! Вообще агитатор Глушков! Кто? Не слышу! Следующий проект, в котором актер принимал участие, вновь описывал события времен Гражданской войны. В драме «Сохранивший огонь» Виталия распределили на образ комсомольца Федора. Конкретно назначить временным директором товарища Клявина. Федор, не мелите языком, вопрос серьезный здесь решается. А ты что, дурика валяешь? А я и говорю серьезно. Товарищ Клявин сознательный пролетарий и коммунист. Красный командир. Заслугу имеет за разгром Врангеля. Боевой орден. Подходящая кандидатура. Проектом, прославившим Базина на всю страну, стала историческая драма «Вечный зов». В многосерийной саге артист сыграл Максима Назарова, предателя и антигероя. По сюжету Максим, надломленный отчаянием, накладывает на себя руки. Schlag sie! Schlag sie! Schlag sie! Schlag! Маленький камень! Марш! 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 В 1974 году актеру вновь довелось исполнить главную роль. Его утвердили в масштабную картину «Пламя», повествующую о партизанском движении на территории оккупированной Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Слушай, Тога, а у тебя жена есть? Есть. Красивая? Родитель есть. Другая родитель есть. 2 брата есть. И ребенок есть. Тога родня любит. А жена-то красивая? Тога правильно жил. Гитлер пришел. Год спустя вышла черно-белая драматическая лента «Факт биографии». Базин предстал не в образе рабочего парня, строителя Ивана Коренева.
В 1983 состоялась премьера фильма «Счастье» Никифора Бубнова, где артист в последний раз выступил в центральной роли. Жанр картины, рассказывающий о труде шахтеров Донбасса и становлении стахановского движения, создатели определили как оптимистическая драма. Ну вот, умница ты моя. Вот и вылечили мы тебя. Вот. Уж больно ты гордая. Гляжу, прицепился ты к этой бесполезной животине. А зачем? Жалеешь, что ли? Так это ж моя лошадь, моя. Ведь все отказались. Ты погоди, милая моя. Ты потерпи, потерпи. Во второй половине 80-х Базин появился в нескольких эпизодах военной кинокартины «Где-то гремит война». Его героем стал сержант Федя. И будешь чистить у меня до самого света представления. А чё, ну разве не началось? Поговори, ты у меня поговори. А я лучше петь буду, ладно? Побег с ответственного участка работы буду расценивать как дезертирство. Ха! Испугал обормот. В неожиданном амплуа зрители увидели Виталия Васильевича в ленте «После войны мир». На экране актер перевоплотился бывшего фронтовика, а теперь блаженного по прозвищу Бибика. Заключительной работой артиста стала роль старика в небольшом сериале 2006 года «Последняя исповедь». Сценарий драмы основан на событиях, описываемых в «Молодой гвардии» Александра Фадеева. Личная жизнь актера была скрыта от любопытных глаз. Единственное, что знали коллеги, ни одна из возлюбленных мужчины не имела статуса официальной супруги. В 90-е годы Виталий Васильевич занялся преподаванием. Свой богатый сценический опыт он передавал студентам Ярославского театрального института, чей филиал находился в Туле. Мастер трудился с большим воодушевлением и самоотдачей, компенсируя житейское одиночество общением с жадной до знаний молодежью. В середине нулевых доктора поставили Базину неутешительный диагноз – онкология. Обреченный на неотвратимое угасание, мужчина не справился с нахлынувшим чувством безысходности и в декабре 2010 года добровольно лишил себя жизни. Народного артиста похоронили на Смоленском кладбище Тулы рядом с могилой старшей сестры.